Что такое тектоник? И почему у многих танцоров происходит возгорание пятой точки, когда этот термин используют в качестве названия танца? Как на самом деле называется танец и почему он до сих пор еще жив? Привет, я Воронокин, и сегодня я отвечу на все вышеперечисленные вопросы, плюс расскажу о своем личном опыте и о том, как это все на меня повлияло. В начале 2000-х на окраине Парижа, в некотором клубе «Метрополис», Александр Боруздин и Сириль Блан запустили серию вечеринок под названием «Тектоник Киллер». Именно с тех пор пошли эксперименты с танцевальными направлениями, и именно из этого в последующем выльется в самостоятельное танцевальное движение, которое называется электродэнс. Если рассматривать сам бренд Тектоник, то он включает в себя мерч, напитки, вечеринки, музыкальные сборники и многое другое. Сам же танец вышел далеко из клубных площадок и обошел весь мир. И здесь нужно четко понимать разницу. Танец называется электродэнс, а модный бренд своего времени – Тектоник. Большинство танцоров электродэнс поставили перед собой задачу распространить данную информацию и развеять неясность в терминах. Создатель стиля Milky Way и один из самых известных танцоров Споук негативно относится к использованию термина тектоник. Не говорите тектоник! Этот бренд использует танец, чтобы зарабатывать деньги. Мой танец не тектоник, но вы можете называть его электродэнс и Milky Way. Пожалуйста, перешлите это сообщение всему миру. Того же мнения и остальные члены команды SMDB Team. Почему все так помешались на этом слове тектоник? Тектоник — это вообще не танец, это просто бренд, а сам танец, да, электро. Такого же взгляда придерживаются и другие ведущие танцоры того времени. Если люди ищут в интернете электро, набирая в строке поиска тектоник, то они ничего не понимают. Это слово — название компании. Говорить «я танцую тектоник» для танцора электро то же самое, как если бы танцор стиля хип-хоп заявил «я танцую KitKat» или «я танцую Nike». Кто ж так говорит? Так что стиль называется электро. И вот в этом направлении существует уже несколько течений. Хардстайл, джампстайл, вертиго. Так же, как хип-хоп объединяет в себе поппинг, локинг, брейкинг и смёрф и много чего еще. Автор данной цитаты Джей Джей. От себя добавлю, что раньше, когда я сам танцевал, также был принципиальным в этом вопросе. Сейчас придерживаюсь нейтралитета. По мне так это хорошо, что поисковые запросы по бренду приводят людей к танцу. Можно рассматривать связь между танцем и брендом как дополнительный способ продвижения культуры электродэнс в массы. Название — это всего лишь обертка, а главное в данном случае — это содержание. Итак, с терминологией и с тем, откуда берутся истоки, мы разобрались. Теперь предлагаю вам познакомиться с развитием танца чуть подробнее. Если старт танцу дали вечеринки, мода на бренд Тектоник и музыка, то дальнейшее развитие происходило посредством видео в интернете и танцевальных батлов. Условных батлов, где сегодня ты можешь быть проигравшим, а завтра победителем. Но тем не менее, именно батлы и культура позволяют жить танцу и по сей день. Vertifight, от английского vertigo — головокружение, и Fight Boy — это серия танцевальных сражений, основанная в августе 2007 года Явал, Хэнксон и Стеди. Официальные соревнования проводились более чем в 15 странах, в том числе и в России. В 2010 году мне удалось побывать на 2 батлах Vertifight в Санкт-Петербурге. На тот момент я был еще в начале своего танцевального пути, так что мне не удалось пройти даже отборочный круг. Посмотрите, какой я модник, вот, просто красавец какой сидит, мам дорогая. Но тем не менее, я получил кучу эмоций, мотивации и удовольствия. Просто смотреть на прокачанных танцоров вживую уже многого стоило. На один из этих батлов приезжал французский топовый танцор Джерем. Это была просто вышка. Но и также было много местных танцоров, уровень навыков которых был на высоте для того времени. Далее у меня были победы и проигрыши, но в последующем интересы изменились. И после примерно 2-3 лет занятий электродэнс я перестал танцевать. Тем не менее, я иногда танцую, в основном, когда никто не видит, и сейчас танцы для меня стали чем-то личным, просто для души. Хотя кто его знает, как дело дальше пойдет. Что стало с электродэнс? Примерно в то же время, когда я завершил свой танцевальный путь, общий интерес к электродэнс начал потихоньку стихать. Но танец еще жив до сих пор.
Несмотря на то, что Вертифайт сейчас уже не проходит, даже во Франции танцоры начали организовывать свои батлы, которые по уровню организации и атмосфере ничуть не уступают самим Вертифайтам. Батлы по электроденсу также проводятся во многих российских городах. Например, в Санкт-Петербурге еще совсем недавно проходили фесты под названием Move and Proof, куда регулярно приезжали именитые танцоры из Европы. Причем приезжали за свой счет, и такие машины танца, которые стояли у его истоков, пускали слезу от того, что видели, какой ажиотаж, какой интерес вызывает данные события, как у взрослых, так и у детей. Немного аналитики сделаны на коленке. Если взглянуть на заинтересованность аудитории в мире по поисковым запросам, то вырисовывается следующая картина. Пик популярности по запросам в Google был в 2007 году, и в 2008 интерес начал спадать. В социальных сетях примерно та же ситуация. Среди русскоязычного комьюнити могу выделить одну группу в ВКонтакте. Там все еще регулярно выкладывают посты, посвященные электроденс. Если вдруг кто-то из нынешних танцоров смотрит это видео, прошу написать в комментариях, какие еще есть активные сообщества по теме. Да, есть группы и паблики конкретных людей из электро, но количество активных общих информационных групп убавилось в разы. Но это еще не конец. Электроденс составил во мне очень большой след и оказал на меня огромное влияние. Благодаря данному движению я приобрел множество знакомств, и если бы не электроденс, то я бы не познакомился бы со своим очень хорошим другом. Познание себя, своих возможностей, базовая уверенность в себе и в своих силах – все это начало проявляться в моей жизни благодаря данному движению. Даже такие моменты, как предпочтение в одежде и музыкальный вкус. И тут не обошлось без влияния электро. Сейчас электроденс ушел в андерграунд, и феномен популярности танца ярко вспыхнул и горел очень ярко на протяжении многих лет. Но огонь еще не погас, в мире есть сотни танцоров электроденс, которые танцуют на довольно высоком уровне, а также много тех, кто еще только начинает свой путь. Если бы не электроденс, то я бы не стал бы таким, какой я есть сейчас, и я благодарен за все то, что со мной произошло. Надеюсь, что в будущем мы сможем видеть еще множество новых течений и субкультур, которые будут помогать проявлять себя людям и положительно на них влиять. И что бы ни происходило с танцем и его культурой, как бы ни падал к нему интерес, он навсегда останется частью меня и частью тех людей, кто занимался и занимается данным танцем.